Итак, ребята, всем привет! Сегодня будет у нас небольшое совсем видео. Видео посвящено магнитоле серии премиум Top-A. Эта магнитола известна как TS10 в основном. Дело в том, что недавно глобально столкнулись все владельцы этой платформы с тем, что инженеры выпустили обновление, и на этом обновлении некорректно начали работать лаунчеры. Проблема это была не единого устройства, проблема была глобальная. Сейчас покажу, как примерно это выглядело. Ну вот, открыл я его. Дал ему все разрешения, удалил кэш, удалил данные, все разрешения дал и заново вот открыл. Но войти не могу, как и на остальных. Он не пускает меня, не открывает ничего. Вот, дальше мы начали разбираться, значит, в чем дело. Я начал на них наседать. Они сначала не поняли, в чем дело. Говорят, у нас все адекватно работает, все хорошо работает. Долго пришлось им объяснять. На русском они вообще ничего не понимают. То есть, что мы от них хотим. Кое-как с трудом на английском удалось им донести. Open Navigator and Work Signin. If take Windows 10 use not signin not. Да, к сожалению, такое иногда бывает, что инженеры испытывают там у себя в Китае, у них все нормально, а когда мы тут себя ставим в России наши версии приложения, то оно работает неадекватно. К тому же Яндекс обновляется чуть ли не каждый месяц. А у разработчиков в Китае, как правило, там 1-2 каких-нибудь стареньких версий этого Яндекс Навигатора стоит. Они на нем тестируют. И, соответственно, сюда уже, когда оно приезжает, оно здесь не работает. Но тут была проблема в другом. Дело в том, что лаунчер не позволял открывать ссылки внутри. Хотя раньше до этого он все это позволял. В общем, это все сейчас поправили. В общем, через несколько дней переговоров с инженерами они все-таки прислали мне тестовую версию. Вот она сейчас у меня здесь установлена. Тут у нас уже все работает. И ссылка работает, и звук у нас работает. Ну, Алиса. Вот, точно так же она работает. Мы сейчас этот вопрос решаем, что ее не слышно. Вот если на музыку мы нажимаем, только после этого звуковой канал активируется. Вот сейчас она начинает нас слышать. И кто это она? Вот, этот вопрос мы сейчас с ними попробуем доработать, но для тех, у кого были проблемы с лаунчером, сейчас вот я оставлю ссылку под видео, можете скачивать и исправлять. В будущем, если все это успешно пройдет тесты, они это выложат в облако и можно будет обновиться через интерфейс. Вот здесь система, обновление системы и обновление системы онлайн. Оно появится здесь. Сейчас на данный момент его нет, оно еще тут у меня на флешке, только вот проверили. Итак, давайте расскажу, как обновляться. Итак, когда скачали архив, значит, заходим в проводник, попадаем вот сюда на USB диск, и тут у нас будут файлы. Вот такие вот A44, C6 и так далее. То есть набор букв и цифр вот такого формата. Эти файлы нужно распаковать прямо в корень флешки, вот как они здесь в корне. Тут еще другие файлы есть. Они нам не мешают, но вот главное, чтобы эти файлы были не в папке в какой-нибудь спрятаны, не в архиве, а вот так вот в корне флешки лежали, чтобы магнитола смогла обновиться. После того, как мы их на флешку поместили, значит, мы заходим в настройки, в систему и обновление системы. Выбираем локальное обновление системы. Тут ставим галочку на USB, и магнитола начинает читать, что у нас есть на этом диске. То есть она видит, что файлы обновления доступны, проверяет эти файлы и затем произведет обновление. Сейчас коротенько покажем весь процесс, как это происходит. Я, конечно, рекомендую перед тем, как что-то обновлять, взять
флешку отформатировать под формат FAT32, чтобы эти файлы прошивки уже были у вас на чистой флешке. В целом обновление занимает от примерно 5 до 10 минут по-разному, и поэтому тут нужно запастись терпением. Еще примечательно, если вы хотите просто обновиться, не вздумайте ставить вот этот флажок, иначе он стерет данные, у вас магнитола отформатируется в ноль, как новое устройство. Затем у нас магнитола появляется старт и анимация, и вот здесь вот у нас идут данные о процессе прошивки. Если мы вверх туда заглянем, там у нас проценты. Сейчас вот 5%, когда дойдет до конца, магнитола сама перезагрузится и можно будет работать. Пока на данный момент у нее идет прошивка по очереди всех файлов, которые есть на флешке. Это занимает тоже там минуты 3-4, 5. Минут 10-15, минут 5-10, 5, 4-5. И потом магнитола перезапустится. Если вам кажется вдруг, что что-то остановилось, не шевелится, ни в коем случае не трогайте магнитолу и не выключайте. Иначе она у вас может повиснуть на заставке с boot-анимацией и не будет загружаться. Ну вот, в принципе, все. Происходит перезапуск. И все, магнитола у нас становится в рабочем состоянии. Она даже, видите, запомнила, на какой секунде песня остановилась. То есть прошивка, если вы не ставите тот флажок, который я говорил, она не влияет никак на данные. И все, и после этого у нас лаунчер начинает работать адекватно. Алиса, ты молодец. Рада, что смогла помочь. Все, Wi-Fi у нас остался активным, все само включилось, никакие данные не пропали. А теперь смотрите, если у вас что-то во время прошивки случилось не так, и магнитола зависла на перезагрузке на логотипе, используйте ту же самую прошивку, которая у вас есть. Можно сделать экстренную прошивку. То есть, если у вас тут будет анимация, если у вас тут анимация бесконечно загружается, берете те же самые файлы из прошивки, выключаете зажигание, либо выключаете устройство. Дальше, вот у нас есть такой провод K1, его садите на массу, либо если вот как я на столе делаете, вот его подключаете сюда к черному, к минусовому проводу. Подключаете, втыкаете флешку, значит на флешке должна быть прошивка. Если у вас аварийная прошивка, то, конечно, лучше использовать чистую флешку. На флешке в корне должны лежать файлы для того, чтобы прошиться. Подключаете K1 к массе. После того, как подключили, включаете магнитолу. Желательно использовать флешку вот как у меня со световым индикатором. То есть, когда включите магнитолу, индикатор начнет мигать, значит все, прошивка запустится. И таким способом вы сможете восстановить магнитолу, которая у вас повисла на загрузке. Так, ну, на этом у меня все. Видео, как я и говорил, будет коротенькое. Если кому-то пригодится, пользуйтесь. Всем спасибо.